Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео подробно буду разбирать, как связать вот такой узор крючком, узор коса. Узор очень популярен, так как он имеет массу плюсов. Он имеет красивую фактуру, причем он, смотрите, какой эластичный, причем он растягивается в разные стороны и красив со всех сторон. То есть и с лицевой стороны, и с изнанки он тоже неплохо смотрится. Также такие узоры очень популярны для вязания вещей в поперечном направлении. Можно вязать и жилеты, и кофты, и шапки, и шарфы, снуды, в общем, варежки. Смотрится вот с таким оформлением вещи красиво. В то же время узор выполняется довольно просто. Главное правильно выполнять очередность выполнения петель. Здесь я уже составила описание узора. Описание я тоже предоставлю и в письменном виде в ссылке под видео. А также здесь буду внизу писать, какой ряд и сколько петель выполнять, так как необходимо точно следовать последовательности выполнения узора. А на самом деле повторение узора очень простое. Раппорт узора в ширину составляет 10 петель, поэтому набирайте количество петель кратно 10. Первый образец я вязала из пряжи средней толщины. Это Alize Lana Gold Classic. Здесь я использовала крючок номер 4,5. Но чем толще пряжа, тем этот узор получается более выразительный. Поэтому я второй образец буду вязать из пряжи толще и использую крючок номер 5. Итак, для начала вязания набираю цепочку воздушных петель. Я буду вязать узор на 4 повторения, то есть 4 умножаю на 10, получается 40 воздушных петель мне необходимо набрать. Итак, друзья, я набрала 40 петель. Кстати, по начальной цепочке мы не можем судить о плотности вязания, то есть какой узор получится в ширину, так как после провязывания нескольких рядов в высоту эта цепочка, конечно же, изменит свой размер. Начальный ряд будет совсем другой ширины. Итак, набрали начальную цепочку на необходимую длину. И теперь начинаю вязать первый ряд. Для вязания первого ряда делаю одну воздушную петлю. И далее вот отступаю эту петлю, в следующую ввожу крючок за полупетельку и провязываю соединительный столбик. И вяжу из каждой петельки начальной цепочки соединительный столбик. То есть первый ряд я провязываю 40 соединительных столбиков. Я закончила вязать первый ряд, провязала 40 соединительных столбиков и начинаю вывязывать косу. Элементы косы вывязываются поочередно. И здесь в начале ряда мы вывязываем здесь не полный элемент косы. Итак, получается второй ряд от начала вязания. Всегда в начале вязания каждого ряда делаем одну воздушную петлю, поворачиваю работу и здесь второй ряд провязываю 10 соединительных столбиков, вводим крючок за вторые полупетельки предыдущего ряда и провязываем 10 соединительных столбиков. Смотрите, в начале ряда вот эта первая петелька у вас может потеряться, поэтому если вы как бы не видите эту петельку при провязывании узора, то можете поставить на нее маркер, чтобы не потерять далее при вязании узора. Итак, 2 соединительных столбика я провязала, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 и 10 столбик. Далее начинаю вязать третий ряд, разворачиваю работу, делаю одну петлю подъема и в обратном направлении вяжу 10 соединительных столбиков. Также вводим крючок за вторые полупетельки. И здесь получается мы довязываем до края вязания. И вот я говорила, что можно потерять вот эту вот последнюю петельку, так как она затягивается. Поэтому не теряйте, всегда считайте количество связанных столбиков в ряду, чтобы не ошибиться при вязании узора. Итак, третий ряд 10 соединительных столбиков я провязала. Поворачиваю работу, делаю одну воздушную петлю, четвертый ряд вяжу 8 соединительных столбиков. То есть на 2 столбика, на 2 петельки я не довязываю четвертый ряд. Вот остается 2 петельки. И здесь считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее поворачиваю работу и в пятом ряду формирую центр косы. Также 1 воздушная петля, далее соединительный столбик, далее вяжу также за вторые полупетельки, ввожу крючок, 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, третий столбик с одним накидом, 4 и после выполняю соединительный столбик 1. И вот центр косы получается выполнен. В пятом ряду я не довязываю до края вязания 2 петельки. Поворачиваю работу, начинаю вязать 6 ряд, 1 воздушная петля. И далее смотрите, вот 1 воздушная петля, далее с первой петельки начинаем вязать соединительные столбики. И в этом ряду необходимо провязать 18 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков по предыдущему ряду. Далее необходимо спуститься на ряд вниз, но перед переходом на ряд ниже, смотрите, мы вводим крючок вот за вот эту горизонтальную ниточку с краю, перемычку. Вводим крючок вначале за нее и затем на петельку на ряд ниже. Не вот эта петелька, в которой мы провязывали столбик, а следующая петелька. И получается, вот у нас идет 7 соединительный столбик и 8 соединительный столбик. И далее необходимо еще на ряд ниже провязать 10 соединительных столбиков. Точно так же вводим крючок вот в начале в эту вот горизонтальную перемычку предыдущего ряда, то есть вот который идет, и в следующую петельку и провязываю соединительный столбик. То есть это уже идет 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 соединительный столбик мы провязали. То есть это с этого ряда я уже начала вязать новый раппорт косы в ширину. Далее поворачиваю работу, 7 ряд, 1 воздушная петля и вяжу в обратном направлении 20 соединительных столбиков. И смотрите, 18 столбиков вот провязываю по предыдущему ряду. И далее вот 2 столбика получается до края вязания. И начинаю вязать. Вот 1 воздушную петлю я сделала. И далее вот с первой петельки начинаю вязание соединительных столбиков. Итак, я провязываю соединительные столбики. Вот 18 столбик
по предыдущему ряду, и теперь мне необходимо спуститься вниз и довязать еще 2 соединительных столбика. Вот ввожу крючок также в эту вот крайнюю горизонтальную перемычку и петелька на ряд ниже, и провязываю соединительный столбик. И из крайней вот петельки получается 20 соединительный столбик в 7 ряду. Далее поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и провязываю по предыдущему ряду 18 соединительных столбиков. То есть было 20, здесь я провяжу 18, и получается вот до края последнего ряда я не довязываю 2 петельки. И при вязании рядов считаем 1, 2, 3, 4 и так далее. Итак, я провязала 8 ряд, 18 соединительных столбиков, не довязав вот 2 петли до края последнего ряда. Поворачиваю работу, начинаю вязать 9 ряд, и в 9 ряду уже у нас идет вторая косичка, оформляем ее центр. 1 воздушная петля в начале ряда, и здесь из первой петельки провязываю соединительный столбик 1. Далее 4 столбика с одним накидом. Также вяжем столбики за вторые полупетельки предыдущего ряда. 3 соединительный столбик и 4 соединительный столбик. Далее еще один соединительный то есть соединительный столбик, 4 столбика с одним накидом и соединительный столбик провязали. То есть 6 столбиков в 9 ряду, и поворачиваю работу, начинаю вязать 10 ряд. И по сути с 10 ряда начинается повторение раппорта как с 6 ряда. То есть мы будем далее повторять полный раппорт вязания с 6 по 9 ряд. Итак, 1 воздушная петля, и провязываю 18 соединительных столбиков. Здесь провязываю по предыдущему ряду 6 соединительных столбиков. Спускаюсь на ряд ниже, также ввожу крючок в начале вот горизонтальную перемычку и в петлю на ряд ниже. И здесь на ряд ниже провязываю на оставшихся 2 петельках 2 соединительных столбика. Вот всего провязано 8 получается. И вновь спускаюсь на ряд ниже, провязываю соединительный столбик, и здесь получается еще на ряд ниже провязываю еще 10, то есть всего 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть 18 соединительных столбиков провязано в 10 ряду. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема, и здесь провязываю 20 соединительных столбиков, 18 соединительных столбиков по предыдущему ряду, и еще на 2 петельках далее провязываю 2 соединительных столбика и 1 воздушная петля, 1 воздушная петля, и начинаю вязать и считать столбики в ряду. Заканчиваю вязание 11 ряда. Вот я провязала 18 соединительных столбиков, и теперь спускаюсь на ряд ниже. Здесь необходимо также ввести крючок вот в эту горизонтальную перемычку и в полупетельку на ряд ниже, и провязываем 19 и 20 соединительный столбик. Вот оформляем вот такую вот косичку. Начинаю 12 ряд, поворачиваю работу, 1 воздушная петля,
И по полупетелькам предыдущего ряда вяжу 18 соединительных столбиков. То есть здесь мы также не довязываем 2 петельки до края предыдущего ряда. Закончив вязать 12 ряд, поворачиваю работу и начинаю вязать 13 ряд. В 13 ряду уже оформляем третий центр косички. Как обычно, 1 воздушная петля подъема в начале ряда. И здесь из первой петельки провязываем соединительный столбик. Далее вяжем 4 столбика с одним накидом. Также вводим крючок за вторые полупетельки и провязываем столбики с одним накидом. Третий столбик и 4 столбик с одним накидом. После делаем 1 соединительный столбик. И на этом вязание 13 ряда завершено. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля и провязываю 18 соединительных столбиков в 14 ряду. 6 соединительных столбиков по полупетелькам от предыдущего ряда. Далее спускаемся на ряд ниже, провязываем 2 соединительных столбика. Еще раз спускаемся на ряд ниже и здесь провязываем уже 10 оставшиеся 10 соединительных столбиков. И как раз, то есть здесь и остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть мы довязываем уже до края вязания. Закончив 14 ряд, поворачиваю работу. Как обычно, 1 воздушная петля подъема и провязываю 20 соединительных столбиков. Здесь провязываю 18 соединительных столбиков и спускаюсь на ряд ниже, и здесь за центром косички провязываю еще 2 соединительных столбика. Заканчиваю вязание 15 ряда. Здесь ввожу крючок вот за горизонтальную перемычку и на петельку на ряд ниже провязываю 19 и далее 20 соединительный столбик. Поворачиваю работу и в 16 ряду 1 воздушная петля и провязываю 18 соединительных столбиков. То есть не довязываю 2 столбика до конца предыдущего ряда. 16 ряд завершен. Вот осталось 2 петельки до края вязания. Поворачиваю работу, начинаю вязать 17 ряд и в 17 ряду вот провязываю 4 центр косички. 1 воздушная петля, соединительный столбик, далее 4 столбика с одним накидом за полупетельки предыдущего ряда вяжем. 3, 4 столбик с одним накидом и после еще 1 соединительный столбик. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля. И если при предыдущем повторении, полном повторении, мы провязывали здесь 18 столбиков, то здесь мы вяжем до края вязания, и здесь остается всего 6 и еще 2, то есть 8 соединительных столбиков. Вот 1 воздушная петля и провязываю по петелькам от предыдущего ряда 6 соединительных столбиков. Здесь вводим за перемычку и на петельку на ряд ниже, и еще 7 и 8 соединительный столбик.
И чтобы завершить вот последнюю косичку, необходимо провязать еще 2 ряда, 1 воздушная петля, и провязываю вперед 10 столбиков, соединительных столбиков, и назад соединительных столбиков. И тогда вот у нас все косички, у меня 4 всего повторения, будут закончены. Здесь провязываю 8 по предыдущему ряду. Так, 8 полупетелька. И на ряд ниже здесь ввожу за эту вот перемычку горизонтальную и на петельку на ряд ниже за полупетельку 9 и 10. Поворачиваю работу. Получается, здесь получается по счету уже идет 20 ряд. Провязываю назад 10 соединительных столбиков уже до края вязания. Десятый столбик. Далее поворачиваю работу. И по сути со следующего ряда начинается повторение нового раппорта в высоту с 21 ряда. Или если вы хотите завершить раппорт, то все равно необходимо провязать ряд, полный ряд соединительных столбиков. То есть здесь я делаю 1 воздушную петлю и по всем петелькам провязываю назад 40 соединительных столбиков. Если хотите вы сделать промежуток между косичками больше, то можете провязать еще несколько рядов. Можно даже провязать ряды, допустим, столбиками без накида или полустолбиками. Смотрите, здесь я провязала 10 соединительных столбиков, и далее при переходе вот на следующую группу из 10 столбиков также ввожу крючок за горизонтальную перемычку предыдущего ряда и на полупетельку ниже. И здесь уже провязываю следующую группу из 10 столбиков, соединительных столбиков. И здесь вновь идет переход. Вот ввожу в эту перемычку и на полупетельку на ряд ниже. Но здесь не ряд ниже, а просто вот идет такой переход. И при провязывании этого ряда вот у нас узор косичек. Получается, первое повторение косичек уже будет завершено. После завершения 21 ряда в 22 ряду начинаю вывязывать уже второй ряд косичек или вторую половину полного раппорта в высоту. Вот смотрите, косички у нас получаются волнами. И при вязании такого волнистого узора необходимо элементы всегда располагать в шахматном порядке, чтобы у нас узор был всегда равномерный в ширину. Поэтому вот второе повторение необходимо начинать вот прям с центра вот этой вот косички, где провязываются вот столбики с одним накидом. И сейчас, далее, в принципе, узор вяжется точно так же, как и вот первый полный раппорт вот этих косичек. И сейчас я все равно подробно покажу, как начинать вязать по рядам и как заканчивать вот это повторение. Итак, начинаю вязать 22 ряд. Здесь набираю также 1 воздушная петля в начале ряда и провязываю 5 соединительных столбиков. Если мы в предыдущем вязании начало косичек вязали 10, здесь провязываю 5 соединительных столбиков. 3, 4, 5. И здесь мы, видите, довязываем вот до центра предыдущей косички. Поворачиваю работу. 1 воздушная петля и в обратном направлении тоже 5 соединительных столбиков.
24 ряд, начинаю вязать от края вязания, 1 воздушная петля, и здесь провязываю всего 3 соединительных столбика. То есть вот 2 петельки не довязываю до края предыдущего ряда. Вновь поворачиваю работу, 25 ряд, очень короткий, 1 воздушная петля. Здесь получается 1 соединительный столбик, и далее вяжем 2 столбика с одним накидом. Также вяжем за полупетельки предыдущего ряда. 25 ряд завершен, поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и начинаю вязать 26 ряд. Здесь я провязываю вот 3 соединительных столбика по последнему ряду. Далее на ряд ниже спускаюсь еще 2 соединительных столбика. И спускаюсь еще вот до начального ряда. И на начальную, вот с первой петельки, считаю, здесь провязываю еще 10 соединительных столбиков. То есть в 26 ряду всего провязываю 15 соединительных столбиков. Обязательно считайте столбики, чтобы не сбиться при вязании узора. Я закончила вязать 26 ряд. Он заканчивается как раз по центру косички от первой половины раппорта косичек. И начинаю вязать 27 ряд. В этом ряду вот я сделала 1 воздушную петлю подъема и вяжу 15 соединительных столбиков, как раз довязываю до края вязания. То есть также из каждой полупетельки предыдущего ряда провязываю соединительный столбик. Начинаю вязать 28 ряд. Здесь от края вязания поворачиваю работу. От края вязания 1 воздушная петля и провязываю по полупетелькам предыдущего ряда 13 соединительных столбиков. И здесь получается, что я не довязываю 2 столбика, 2 полупетельки до конца предыдущего ряда. Закончила 28, начинаю 29 ряд. И здесь, смотрите, я уже начинаю вывязывать второй центр косички, как раз в углублении. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и здесь провязываю 1 соединительный столбик, 4 столбика с одним накидом. И заканчиваю ряд 1 соединительным столбиком. 29 ряд завершен. И здесь поворачиваю работу и уже начинаю вязать полный раппорт, как в предыдущем вязании полных повторений. Повторяю 4 ряда. Это в 30 ряду получается 18 соединительных столбиков, затем 20 соединительных столбиков, 31 ряд, 32 ряд 18 соединительных столбиков, и 33 ряд будет уже центр косички. Это 1 соединительный столбик, 4 столбика с одним накидом и 1 соединительный столбик. Итак, сейчас показываю 30 ряд. Здесь 18 соединительных столбиков, вот 6 соединительных столбиков по полупетелькам от центра косички. Далее 2 соединительных столбика на ряд ниже. Здесь не забываем крючок вводить вот горизонтальную перемычку. И еще на ряд ниже 10 соединительных столбиков. Закончила вязать 30 ряд. Обратите внимание, завершается ряд также на центре вот предыдущей косички. 1 воздушная петля, и здесь провязываю 31 ряд, 20 соединительных столбиков.
Здесь получается довязываю до края вот центра косички, еще на ряд ниже, дальше на 2 полупетельках еще 2 соединительных столбика. И здесь я уже заканчиваю 31 ряд. Вот перехожу на ряд ниже, 2 столбика довязываю, ввожу крючок, вот горизонтальную перемычку, здесь на ряд ниже за полупетельку и еще 2 соединительных столбика. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля и провязываю по предыдущему ряду вперед 18 соединительных столбиков. Здесь я буду не довязывать 2 петельки, 2 столбика до конца предыдущего ряда. Закончила вязать 32 ряд и начинаю вывязывать в 33 ряду вот 3-й центр косички, как раз в углублении. Поворачиваю работу, здесь 1 воздушная петля и то же самое повторяем: соединительный столбик, 4 столбика с 1 накидом, столбика с 1 накидом и еще 1 соединительный столбик. Далее поворачиваю работу и 34, 35, 36, 37 ряд вяжем точно так же, как предыдущие 4 ряда. Это 34, 18 соединительных столбиков, 20 соединительных столбиков, опять 18 соединительных столбиков и центр косички. И здесь вот полное повторение еще идет. И в конце, как завершать вот этот ряд косичек, я вам покажу. Я закончила вязать 37 ряд, и здесь я уже вывязала вот 3-ю полный центр косички. И после завершения ряда поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и здесь провязываю уже неполный раппорт. У края вязания будет последней косички. Здесь провязываю 6 соединительных столбиков вот по последнему ряду. Далее перехожу на ряд ниже, еще 2 соединительных столбика. И еще на ряд ниже перехожу, и до края вязания здесь остается 5 соединительных столбиков. То есть 38 ряд, всего 13 соединительных столбиков провязываем. Далее поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и здесь необходимо провязать дальше вот центра косички на 2 петельки, то есть 15 соединительных столбиков. И я провязываю по предыдущему ряду 13 соединительных столбика и еще 2 столбика дальше, спускаясь на ряд ниже. Так, здесь довязала до края центра и на ряд ниже спускаюсь вот на 2 петельках еще 2 соединительных столбика. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и здесь в обратном направлении до края вязания провязываю 15 соединительных столбиков. Закончила вязать 40 ряд, поворачиваю работу, и здесь смотрите, на краю мне еще необходимо вывязать половину центра косички. В 41 ряду в начале делаю вот 3 петли подъема, 3 воздушных петли. Далее вяжу за 2-ю полупетельку 1 столбик с 1 накидом и из 3-й полупетельки соединительный столбик. Поворачиваю работу, начинаю вязать 42 ряд, 1 воздушная петля, и здесь по полупетелькам 3 соединительных столбика.
Вот это получается половинка центра косички. Вот 3 соединительных столбика провязано. Вновь поворачиваю работу. 1 воздушная петля, и здесь провязываю 5 соединительных столбиков. Вот 3 соединительных столбика по предыдущему ряду. Далее вот вы видите здесь выступающая горизонтальная перемычка, и на ряд ниже ввожу крючок за полупетельку, 4 и 5 соединительный столбик. Поворачиваю работу до края вязания, провязываю обратно 5 соединительных столбиков, и это уже получается 44 ряд. И по сути в 44 ряду заканчивается вот полное провязывание раппорта косичек в высоту при расположении в шахматном порядке. И если вы завершаете, то все равно провязывайте 45 ряд полностью по всем полупетелькам, провязываем 40 соединительных столбиков, и уже с 46 ряда начинаем вывязывать новое повторение, как со второго ряда. То есть начинаем вот с первого ряда косичек вывязывать. А сейчас я завершаю вот полный раппорт. 1 воздушная петля, здесь провязываю вот 5 соединительных столбиков по первой вот полукосичке. Далее перехожу на получается ряд ниже, и здесь уже 10 соединительных столбиков должно быть. То есть всего 40 соединительных столбиков у нас неизменно количество столбиков получается в полном ряду. 10 провязали, и далее вновь вводим крючок за горизонтальную перемычку и на петельку на ряд ниже. И так полный провязываем этот ряд. Я свяжу еще одно повторение, чтобы показать, как смотрится узор на большую высоту связанный.